Всем привет, добро пожаловать на канал. Тема сегодняшнего ролика — это витамин D3. А именно мы разберем, как правильно выбрать, какой лучше, какую нужно принимать дозировку, какой витамин D3 выбрать веганам и вегетарианцам. Перед нами очень большой выбор витамина D3. И, собственно, первое отличие — это, конечно же, форма выпуска. Формы выпуска бывают и жидкие, и капсулированные, гель-капсы, таблетки. Также бывают даже леденцы для рассасывания. Какую лучше выбрать форму, тут уже все зависит от вас. То есть, если вам, допустим, неудобно глотать таблетки и капсулы, то вы, конечно же, берете жидкую. Но у жидкой есть своя заморочка, то, что ее нужно хранить после открытия в стенке холодильника. Плюс транспортировка также тяжелая. Например, вы, допустим, несколько раз в день принимаете витамин D3, вы берете в таблетницу с собой 1-2 капсулы и на работе принимаете, допустим, после еды. С жидким такое не получится. То есть у него есть свои слабые места. Если вам, скажем так, комфортно и в таблетке принимать, то вы можете в таблетке принимать или гель-капсуле, тут на ваш выбор уже, скажем так. Если вы не хотите ни жидкость, ни таблетку глотать, есть леденцы. Просто леденец, скажем так, съели после еды и все. Также вы могли заметить то, что дозировки у всех разные. Здесь, допустим, там 5000, здесь там 10 тысяч, бывает и 20 тысяч, также 2000, 1000, и вот здесь совсем маленькая дозировка 400 единиц. Собственно, это детский вариант для деток, скажем так. Чтобы правильно подобрать для вас дозировку, нужно проанализировать, для чего вы, скажем, выберете. Например, если вы сдали анализы и вас по анализам показывает то, что у вас очень низкий витамин D3, то в данном случае такие дозировки 5-10 тысяч, они очень оправданы будут именно от добавления в рацион для вас. Ну или же 2000, но несколько раз в день. Для ребят, которые, скажем, просто сейчас находятся, допустим, весенний, осенний, зимний период, когда дефицит солнца, они не сдавали анализы, и я бы не рекомендовал там 5-10 тысяч, вы можете просто взять дозировку 2000 и принимать ее там несколько месяцев ровным фоном ежедневно. Для деток, соответственно, более маленькие дозировки. По поводу усвоения, допустим, больших дозировок, вот таких 5-10 тысяч, длительные интервалы времени и, допустим, большие дозировки могут негативно сказываться. Бывает, ребята, допустим, принимают 5-10 тысяч в большой дозировке, но, собственно, почему-то по анализам у них витамин D не повышается, скажем так. Когда они уже добавляют витамин К2 плюс полезные жиры омега-3 и, более того, все это в один прием, скажем так, К2 плюс омега-3 жирные кислоты и витамин D в один прием, то показатель витамина D уже будет по анализам намного выше и, собственно, идет к норме. Почему так происходит? Потому что витамин D3 в больших дозировках, скажем так, не всегда усваивается, и физически, скажем так, организм не может справиться с такими большими дозировками. А вот К2 поможет в этом случае, плюс вот такие омега-3 жирные кислоты, различные полезные жиры, они очень хорошо вместе сочетаются, поэтому если вы будете принимать или принимаете уже в рационе, допустим, D3 в больших дозировках, обязательно добавляйте витамин К2 к нему, и если вы принимаете омегу, вы можете принимать это все в один прием, то есть позавтракали или пообедали и все в один прием выпили. Также сейчас очень такая распространенная вещь, многие бренды, которые производят, скажем так, омегу-3, добавляют в состав еще витамин D3. Причем в немаленькой дозировке. В данном случае на одну таблетку мы имеем целую 1000 единиц витамина D3. Собственно, 2 таблетки выпиваем вот таких омеги-3, покрываем полностью потребность в омеге, и в самом витамине D3 2000 единиц мы получаем. Плюс это все находится в одной капсуле, именно же растворимая форма. Очень хороший вариант для тех, кто пьет омегу постоянно и хочет добавить в свой рацион. У вас, допустим, омега закончилась, вы приобретаете вот такую омегу, в которой уже будет D3. В чем плюс? Дозировка вполне адекватная, плюс находится в жирорастворимой форме вместе с омегой-3, то есть будет лучше усваиваться. Если вам нужны большие дозировки витамина D3, соответственно, это уже не ваш вариант, вам проще все по отдельности купить, там 10 тысяч единиц витамина D, к нему обязательно К2, и к нему уже добавлять омегу, там, в зависимости, какую вы хотите, высококонцентрированную или малоконцентрированную, то есть на ваше уже усмотрение. И теперь момент такой для ребят, которые убрали из своего рациона, ну и в принципе взяли как образ жизни веганство или вегетарианство.
они, скажем так, не могут все принимать добавки. Вот, допустим, витамин D3, на одних есть, скажем так, пометка, то, что он веганам подходит, других нет. Почему так происходит? Потому что есть разные источники витамина D3. Зачастую это, допустим, делается из рыбы. Ну и, соответственно, если и рыба, то для многих этот источник уже не подходит. То есть это уже как бы рыба. Это не растительный продукт, соответственно, он в рационе уже отпадает. Для примера возьмем вот такой кальциум цитрат. Ну и, собственно, продукт у нас называется кальциум цитрат, потому что он в цитратной форме, такой органической, очень хорошей. Видим то, что дополнительные элементы есть, тот же магний. И вот что самое интересное, у нас витамин D2. Многие, скажем так, даже удивляются, когда они видят витамин D2 и что он вообще делает. Скажем так, это просто растительная форма витамина D3. Потому что D3, как я сказал, он из рыбы в основном делается. А витамин D2, он делается из растительных компонентов, это вот как раз для веганов. Производится он из грибов. Пометка на баночке будет вот такая. То, что продукт подходит для веганов и для вегетарианцев, и то, что он кошерный. В данном случае бренд не указывает пометку веган или вегетарианец, но указывает знак кошерности. И плюс здесь бренд указал, из чего он сделан, скажем так, этот витамин D3. Сделан он из ланолина. Ланолин — это жир из овечьей шерсти. По части брендов, какие лучше, какие хуже, тут как бы это тяжелый вопрос, их нужно разбирать индивидуально, но в целом самые такие популярные это, конечно же, No Foods, Dr. Best, Hilti, тот же Solgar. То есть это все очень хорошие бренды, уже проверены временем, скажем так, и они имеют в своей линейке очень большое количество витамина D3 в разной дозировке. Собственно, вы уже берете для себя, какая вам нужна дозировка. На сегодня все по витамину D3. Всем, кому понравился ролик, ставим лайк, подписываемся на канал, кто не подписан, и проверьте, колокольчик включен ли он у вас, чтобы получать новые уведомления о новых роликах с этого канала. Всем спасибо за просмотр, до свидания.